Если вы пользовались Windows XP вживую, вы точно застали популярность браузера Opera. Все прекрасно понимают и видят плачевное состояние аж целой сети этого браузера. Но так было ведь не всегда. По состоянию на начало 2024 года браузером пользуются около 350 миллионов людей, а на мировом рынке Opera занимает менее 3% среди браузеров. До продажи компании браузер имел хотя бы 6% рынка. В этом видео я расскажу, как с браузером Opera конфликтовала компания Google и даже Microsoft, и как вообще появился этот браузер. Поэтому давайте перенесемся в начало истории тогда лучшего браузера для Windows. Все началось в далеком 1993 году, когда норвежская телефонная компания Telenor, которая, кстати, владеет правительство Норвегии, разработала браузер Multitorque. Он был предназначен только для частного использования, и браузер был успешным, ведь у него была хорошая кодовая база и низкие системные требования. Вскоре в 1995 году разработчики этого же браузера взяли и покинули компанию, создав собственную под названием Opera Software. У них были свои права на разработки браузера, поэтому смена компании прошла без лишних проблем. Вы не поверите, но до 2000 года браузер был платным. В 1996 году вышла вторая версия браузера, которая стала не частной, а условно бесплатной. У людей было всего лишь 90 дней, чтобы оценить программу бесплатно. К сожалению, я нигде не смог найти цену, но для сравнения, популярнейший на тот момент браузер Netscape Navigator стоил $49. В то время загрузка страниц и безопасность были крайне серьезными критериями для браузера, поэтому браузеры в основном за свое качество, которое, например, в Opera было превосходным, брали определенную сумму. К 2000 году с выходом четвертой версии Opera весила 6 мегабайт, и этого было достаточно, чтобы пользоваться всеми возможностями интернета на то время. В том же году вышла и пятая версия, в которой впервые появилась поддержка русского языка, и самое главное, браузер стал бесплатным. Но есть один нюанс. В браузере были обязательно рекламные баннеры, а в то время про существование блокировщиков рекламы никто даже и не думал. К моменту выхода шестого релиза Opera уже считалась главным конкурентом Internet Explorer, появилась поддержка Unicode и кастомизация внешнего вида. Microsoft настолько побоялись конкуренции и падения процента на рынке, что в 2001 году начали вставлять Opera палки в колеса. Сначала они заблокировали доступ на свой сайт msn.com вообще для всех пользователей сторонних браузеров, но всего лишь через 2 дня компании пришлось отменить злую затею, ведь она вызывала вопросы у антимонопольных организаций. А в 2003 году начались наглые подлянки. Сайт настроили таким образом, что для тех, кто использовал Opera браузер, отображение было искажено, как будто они использовали неактуальный Internet Explorer и вообще проблема была в браузере. Но при этом остальные браузеры открывали сайт корректно. Компания обратилась в Microsoft с вопросами, какого фига у меня все криво, но была проигнорирована. Через пару месяцев проблема решилась, потому что Microsoft внесла изменения на своем сайте, и уже 7-я версия с новым движком Presto отображала страницу корректно. И это еще не все. В 2004 году разгорелся еще один шум среди пользователей Opera, потому что они на почте Hotmail, которым владеет Microsoft, не могли очистить корзину. А все из-за того, что эксклюзивно для браузера Opera выдавалась неполная версия сайта. Обращение с запросом починить сайт также было подано, но компания снова была проигнорирована. Конфликты конфликтами, но в 2005 году вышел Opera 8.5, которая стала полностью бесплатной и без каких-либо рекламных баннеров. Выходила 9-я версия, в которой исправили уязвимости, 10-я с новым оформлением внешнего вида и 11-я, в которой появилась поддержка расширений, которой мы пользуемся по сей день. 12-я и самая легендарная версия браузера, которую лично я сам застал еще когда не ходил в школу, стала последней версией на собственном движке. И тут уже начинается грустная история. Из-за того, что постоянно были проблемы с совместимостью Google, которую решали простые пользователи путем патчей, скриптов и костылей, разработчики заявили, что постоянно дорабатывать движок под особенности другого это очень долго, сложно и затратно. Поэтому компании пришлось отказаться от собственного движка и прогнуться под всеми нами известный WebKit, а если бы точнее потом Blink, а если еще быть более понятнее Chromium. 2016 год был насыщенным для Opera, 36-я версия стала последней, которая поддерживает Windows XP и Windows Vista. Вышла 38-я версия, в которой появился совершенно бесплатный и бесконечный VPN, а в июле произошел переломный момент, который начал скатывать браузер. Китайская компания выкупила Opera Software, изначально сумма сделки должна была быть 1,2 миллиарда долларов, но в итоге компания была продана всего лишь за 600 миллионов. В 45-й версии стало заметно, что руководство сменилось, поэтому в мае глобально поменялся дизайн. Он стал более геймерский и подростковый, а возврата старого дизайна без кучи ненужных интеграций сделать было нельзя.
В мае 2017 года Opera по требованию ФСБ начала распространять данные россиян, загружаемые изображения, звонки и содержимое сайтов, которые они открывают. Если к основному браузеру Opera претензий минимум, то у компании появилось очень много проектов, которые довольно сильно подвергаются критике. В том же 2017 году появился почти сразу же загнувшийся браузер Opera Neon, отсутствие возможности устанавливать расширения из собственного магазина, навязывание бесполезных функций типа плеера из вкладок и галереи, обман пользователей, когда говорили, что в браузере есть крутейший блокировщик рекламы, а в итоге его вообще никак не установить, да и в целом почти полное отсутствие настройки этого браузера. Ну и на данный момент популярнейший и спорный их продукт Opera GX. Слетающие настройки, неработающие функции, которые выполняют роль затычки. Критикующих блогеров и видео, которые рассказывают про этот браузер, уже настолько много, что мне даже не хочется как-либо его комментировать. Единственное, что я так долго мечтал вам рассказать, это то, что стандартный антивирус Windows 10 несколько лет назад удалял файлы из этого браузера. Да и сам браузер обвиняют в шпионаже за пользователями. Еще есть новость, которая меня очень сильно удивила. Она связана с тем, как Opera давала кредиты с устрашающими процентами и угрозами. Я просто процитирую один из источников. Компания Hindenburg Research опубликовала подробный отчет об Opera в 2020 году, в котором излагаются предполагаемые схемы мошенничества и незаконной деятельности. Hindenburg — это инвестиционная фирма, которая исследует публичные компании и сокращает их акции, если они обнаруживают достаточные доказательства мошенничества инвесторов, прежде чем опубликовать свой отчет. Hindenburg утверждал, что когда браузер Opera продолжал терять пользователей из-за конкуренции со стороны Google и Apple, компания переключилась на создание мобильных приложений, предоставляющих грабительские краткосрочные кредиты. Процентные ставки по этим кредитам варьировались от 365% до 876% в год, а сроки кредита от 7 до 29 дней. Opera также ложно рекламировал более длительные условия кредита и более низкие процентные ставки в описаниях приложений, поскольку в магазине Google Play были введены правила против мошеннических кредитных услуг. Кредитные приложения были ориентированы преимущественно на клиентов из Кении, Индии и Нигерии. Hindenburg также подтвердил через отчеты пользователей и бывшего сотрудника, что два приложения OCash и OPESA запрашивали разрешение на использование телефонных контактов в процессе установки. Затем служба начала рассылать угрожающие сообщения контактам пользователя, когда заемщик задерживал платежи. Этот вопрос также освещался в местных СМИ еще до доклада Гинденбурга. Opera была поймана на лжи клиентам, преследовании их в случае просрочки платежей и нарушения правил Google Play Store в отношении грабительских кредитов. Затем компания сообщила новостным агентствам, что отчет был необоснованным и вводящим в заблуждение, и при этом незаметно обновила свои кредитные приложения, чтобы они соответствовали политике Google. Самое главное, что генеральный директор Opera на тот момент Джеймс Джоу до сих пор сохраняет свою должность. Так что скачивать, удалять или оставлять браузер Opera, который давно под руководством совсем других людей, которые не имеют отношения к разработке, например, 12-й версии, решать только вам. Я лишь хочу от себя добавить, что какие-либо сервисы от Opera Software уж точно не подойдут для анонимных людей, потому что компанию обвиняют в шпионаже и вирусах. И я лично не стал бы устанавливать данные браузеры. Если хотите, я могу сделать отдельные ролики и попробовать расследовать Opera GX, но для этого давайте наберем как минимум 200 лайков. Я знаю, что это невозможно, и поэтому я решил поставить такую высокую планку. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, можете поставить лайк и подписаться на канал. Желаю всем удачи и до скорой встречи.